Очень много людей сейчас изучают Python как первый язык. Он безумно популярен среди новичков, но так ли он прост и хорош для новичка, как все о том думают? Вот об этом мы с вами сегодня и поговорим. Привет, меня зовут Бебра, и ты на моем канале. Погнали! Йоу-йоу-йоу, МС Бебро. Перед тем, что я скажу, важно понимать, что я не хейтер Python. Я преподаю его в вузе, я написал на нем ЕГЭ, я изучал его самостоятельно больше 2 лет. Python для меня это язык, который выполняет функции, для выполнения которых был создан. Это язык, который активно используется при написании нейросетей, веб-приложений, при работе с большими данными и еще в нескольких областях. Python это мощный инструмент, в котором огромное количество библиотек. Их можно использовать для написания до всего. Также, если нужно быстро написать какой-нибудь макрос, автокликер, парсер документа или дискорд-бота, Python это лучшее решение. Но почему же тогда Python так плохо для новичка? Я приведу несколько тезисов, которые, на мой взгляд, являются ключевыми. Во-первых, это типизация. Я считаю, что наличие явной статической типизации в первом языке программирования это очень важно. Да, в Python есть разделение на типы данных, но оно не явное, и в данном случае эта типизация динамическая. Из-за этого у новичка может сложиться впечатление, что никаких типов данных и не существует вовсе. Он просто создал букву и к этой букве привязал значение. А потом при возникновении элементарных ошибок, типа попытки сложить число и строку, новоиспеченный программист теряется и долго пытается понять, что же произошло и почему сложение этих самых буквок дало ошибку. А теперь представь, что такой программист попытается перейти потом на Java или даже, не дай бог, на C++. Да его мозг просто взорвется. Он будет сидеть над курсом, учебником или книгой и плакать, и мечтать о том, чтобы это все побыстрее закончилось. Тут в работе главная мудрость, изреченная некогда Бебросом Великим. Можно перейти с C++ на Python, но смилостивись, о Зевс, над душой любого, кто попытается перейти с Python на C++. Второе, но не по важности, синтаксис. Принято считать, что в Python программы гораздо короче, чем в любом другом языке. И это правда, но, как всегда, лишь отчасти. Если у тебя написано 300 строк кода на Java, и ты переписал их в Python, то твой код все еще остается огромным, даже невзирая на то, что ты не объявляешь главный класс и главный метод программы. И да, я сейчас не пытаюсь сказать, что Python и Java подлежат хоть какому-то сравнению, я лишь привел абстрактный пример. Также все знают, а те, кто не знают, догадываются, что многие фишки синтаксиса Python плохо влияют на читабельность кода. Например, табы вместо скобок. Тех самых скобок, которые, как ни крути, а все-таки отделяют строки кода визуально лучше. А напомню, мы рассматриваем язык с позиции простоты освоения для полного новичка, и восприятие написанного кода будет являться одним из ключевых факторов в понимании. Еще один минус касательно синтаксиса – формирование у изучающего ощущения, что программирование это просто. Сюда же относится и так называемый синтаксический сахар. Python он как русалка в море, напевающая: программирование это просто. Попробуй. А потом ты наклоняешься, и она откусывает тебе нахер башку, потому что программирование это сложно, долго и требует немало усилий от твоей черепной коробки. Когда ты пишешь условия, как в математике в реальной жизни, это, конечно, здорово, но когда это приводит к непониманию алгебры логики и полному ступору у человека, когда ему говорят, что, оказывается, между условиями в этом неравенстве стоит строгое «и», это уже пиздец, извините за мой француз. В конце видео я выскажу свое мнение о том, какой язык, на мой взгляд, действительно лучший для того, чтобы проще понять логику работы данных, операторов и легко перейти на нужный язык программирования для дальнейшего изучения более, так скажем, прикладных тем, будь то разработка веб или мобильных приложений. Третье, что я выделю как минус Python, он не заставляет переходить на ООП. Если в той же Java или C ты со временем приходишь к пониманию, что функциональное и процедурное программирование это прошлый век по сравнению с объектно-ориентированным, то Python, благодаря простоте своего синтаксиса и наличию тонны библиотек, в которых все за тебя сделано, надо лишь написать одну строчку, абсолютно не заставляет выстраивать какие-то структуры из классов, пользоваться наследованием. Он ведет себя так, как будто ООП не существует. Как будто говорит: дружище, классы это фигня какая-то, пиши так, все в одном файле. И человек видит такую возможность и даже не задумывается о том, что можно как-то лучше и правильнее. В итоге он тратит много времени на отработку, по сути, бесполезных подходов к программированию, от которых в будущем все равно придется отказаться. Что же в итоге? Так ли Python плох? Нет. Python это прекрасный язык программирования, который создавался для людей, которые уже имеют большой опыт в программировании и знают, в каких случаях нужен тот или иной подход к написанию кода.
Но, увы, для новичка этот язык разрушителен. Он уничтожает желание развиваться и уж слишком упрощен, и не дает явного понимания многих действительно важных концепций программирования. В конце, как и обещал, высказываю свое мнение о лучшем первом языке. Как бы сейчас на меня не начали плеваться, но мнение человека, который уже 7 лет занимается программированием и обучением людей различным языкам, таково. Лучший язык для новичка — это Паскаль. Говорящий, пусть и немного старомодный синтаксис, ничего лишнего, и жестко структурированные программы, заставляющие заранее продумывать структуру своего кода, делают Паскаль чуть ли не идеальным первым языком. Если Паскаль кажется совсем зашкваром, то советую Java и на крайняк C++, но не слишком углубляться в его ООП, если не хотите связать свою жизнь с низкоуровневым программированием. Напоминаю, что все сказанное лишь мое мнение, а вот твое мнение я с удовольствием почитаю в комментариях. Спасибо, что досмотрел до конца. Пока.